Всем привет, друзья! Вы зашли на канал «Замуж в Индию». Посмотрите, какая у нас погодка. Погодка просто шепчет. Значит, Парам сейчас должен подъехать на рикше. Мы стоим, его ждем с Артуром. И выдвигаемся в город по делам. Карета подана. У нас сегодня много багажа. Ничего не забыли? Go inside fast. Хорошо, кричит все время fast, fast. Вот и опять же, видите, он настаивает на том, чтобы я сидела рядом с женщиной. Артур у меня на коленках, потому что... И знаете, что это? Почему мы едем в город, и у нас куча сумок, куча вещей. Вы думаете, мы куда-то в путешествие отправляемся? We go some journey. Many luggage, да? Many clothes. За моей спиной тоже рюкзак. Но, к сожалению, это путешествие будет очень коротким. Туда и обратно. Приехали на парковку, вы только посмотрите, какая очередь огромная. Вот, это все туристы, которые приехали сегодня в воскресенье. Воскресенье, хотя обычно по воскресеньям у нас только уезжают. А сегодня сколько туристов приехало для того, чтобы посетить Матеран, насладиться прекрасным отдыхом. А у меня от Матерана уже... Ну ладно, промолчу. В общем, мне хочется отсюда вырваться куда-нибудь, где солнце светит. Значит, друзья, объясняю вам, почему у нас столько много сумок. И сумки набиты одеждой. Мы хотим поехать в какую-нибудь деревню для того, чтобы отдать эту одежду, отдать одежду нуждающимся людям. Ну, давай купим. Да, нужно, наверное, купить, так как мы будем ехать на байке, на скутере. Зонт у нас с собой есть, но он не поможет на байке, поэтому нужно купить плащи. Сейчас это стратегический товар. А раньше времени у них бизнес начал процветать. По идее, в это время года должно было светить солнце. Конец мая. В середине июня, напоминаю, у нас обычно приходят дожди, муссоны. А сейчас какой-то циклон обрушился на нас. Парам говорит, ну это огромный плащ для Артура. Он говорит, нет, нормально, все по размеру. Вот посмотрите, посмотрите, как ему идет. Смотрите, как ему комфортно в этом плаще. Ну, Артур, что скажешь? Круто. Каждый год новые покупаем. Но это, это одноразовые. Мы покупали каждый год. Да, я, кстати, не особо не нуждаюсь. Я сегодня специально надела такое вот платье. Платье, которое очень быстро сохнет. И мне в плаще на самом деле очень некомфортно. Очень жарко, душно. Потому что, несмотря на то, что идет дождь, особенно внизу, в городе, жара и духота. Я все-таки тоже решила надеть плащ не из-за себя, а из-за камеры. Я не сахарная, я не растаю, а вот камере это может очень сильно не понравиться, если вдруг окажется, что внизу и по дороге тоже будет лить дождь. Обычно у нас, да, вот такая вот погода, когда не сильно большой дождь, он концентрируется именно вот в нашей местности, в горах, а внизу часто в это время даже может светить солнце. Парам как-то приболел вообще сегодня, вчера. Минуточку, 2 часа дня, воскресенье. Все включили фонари, потому что туман. Я не знаю, как мы будем спускаться. Вообще, эта затея, по-моему, не самая лучшая. Слушайте, ну реально такое впечатление, как будто бы сейчас часов 6 или 7 вечера. Обычно я вам показываю, какой красивый пейзаж открывается отсюда с вершины. А сейчас только туман. Некоторые туристы, вчера было очень много туристов, припарковались здесь на дорогах.
Это небезопасно. Я вам в прошлом году, наверное, рассказывала, что некоторые браконьеры даже специально прокалывают шины таким вот туристам, чтобы они парковались на парковках и платили деньги. Ну, то бишь, это бесплатно. Ну, в принципе, они еще и мешают движению, причем очень сильно. По этим причинам тоже. Но я считаю, что, конечно, так радикально поступать не стоит, прокалывать шины. Иначе это может обернуться очень плохой репутацией нашей горной станции. В нашем штате Махараштра это не одна, не единственная горная станция. И нам нужно держать марку, чтобы туристы выбирали именно этот вариант, а не конкурентов. Не только автомобили, но и байки, скутеры припаркованы в неположенных местах. Очень много, вы только посмотрите. Сейчас как раз такое время, я ненавижу сезон дождей. Я вообще, в принципе, вы знаете, обожаю Матеран. Мне нравится здешний климат, что здесь не так жарко, природа, не шумно. Но вот в сезон дождей у меня начинается депрессия. Мне хочется отсюда выехать. Вот даже, видите, в такую погоду я уговорила Парама, что мы именно сегодня поедем. Все-таки не будем нашу традицию изменять. И в воскресенье поедем в город. Потому что мне хочется отсюда вырваться в цивилизацию, куда-нибудь, где, возможно, нет дождя, где, возможно, светит солнце. А туристы, наоборот, съезжаются именно в это время. В большом количестве. Вот здесь тоже припарковалось сколько много автомобилей. Значит, мы сейчас свернули с дороги. Ни разу я вам не показывала. Вот на спуске из Матерана в Нерал у нас находится школа-интернат. Школа-интернат, в которой, собственно, учатся дочери нашего строителя Ганпат-бая. Я вам уже его много раз показывала, он уже герой нашего сериала, поэтому, я думаю, будет вам интересно, да, посмотреть, как в Индии устроены, как выглядят школа-интернат. Я, кстати, сама ни разу не была, поэтому мне тоже будет интересно. Сегодня воскресенье, да, возможно, дети сегодня отправились по домам к родителям. This one? What is this village name? Mangau. Mangau. Village name Mangau. А я смотрю, здесь много детей. Возможно, здесь мы и оставим одежду. What's your play? Which game? Во что вы играете? Давайте подойдем, посмотрим, во что они играют. Или просто сидят, общаются. Одни мальчики. Ну, наверное, просто сидят, общаются. Окей. They play cards. So when you going with camera, they are close. Вон оно как. Парам говорит, что они играли в карты. А как я подошла, сразу спрятали. Вот, кстати, вы видите, о чем я говорила. Чуть-чуть спустились, сразу тумана нет, дождя нет. У нас в Матеране особый климат. У нас оазис, только вот в каком-то переносном смысле. Когда везде нет дождя и светит солнце, у нас постоянно ливни. Даже вот немножко спустившись. Все, снимаем. Зря мы надели. Видите, еще совершенно сухие наши дождевики. Я сейчас говорю Парам, спрашивая не у детей, а у взрослого. И вышел мужчина, он у него спросил, это у вас есть в деревне люди, которые нуждаются в одежде? У нас одежда не новая, но вполне приличная, не изношенная. Вот, как бы ребенок, одежда, с которой он вырос, ну и там еще плюс моя одежда. А мужчина говорит, нет, у нас таких нет.
У нас все покупают одежду из магазина новую. They not take. А? They not take. They're poor, but they don't want. They're not poor. Ну, да, возможно, они не бедные. Ну ладно, мы здесь вообще остановились, хотели в школу-интернат. So интернат now that hostel closed. Holiday, na? No, summer. Ну, поехали дальше. Видите, хотим сделать доброе дело, а не так-то это просто. Не хотят они принимать. Kya naam hai tuja? Если бы мы приехали с новой одеждой, с бирками, тогда бы они с удовольствием, возможно, приняли. И то не факт. Там один из мальчишек говорит, я в 10 классе уже заканчиваю, чуть ли не университет. А Парам слушает, посмотрите, и удивляется, с каким лицом. Парам, заилай. No, it's 10th standard. Да, конечно. Кто? Говорит, вот этот вот. That one. Which one? 10th standard. Who? Ты? He's 10th standard. Sach mein 10th standard. Артур, спроси у него что-нибудь. कितना उम्र है तुम्हारा? 15 years old. Говорит, ему 15 лет. Unbelievable. Но я не знаю, или они заливают, или действительно мальчик так просто молодо выглядит. इधर ही जाता है स्कूल? Местные жители нас немножечко проинформировали по поводу школы-интернат. Значит, живут и обучаются там примерно 100 детей. Но в целом примерно 500 детей учатся в этой школе. Но многие вот приходят как в обычную, приходят и уходят. А дети, которые живут в отдаленных поселениях, те там живут, питаются. Это все абсолютно бесплатно. बच्चा के लिए. Вот по поводу одежды, видите, Парам уже по дороге предлагает. और एक कपड़ा है. Женщины проходили мимо. Да не, wait, this is not all. I have inside bag. Wait. और है. Ну, слава богу. Параму уже очень хочется пойти покушать в ресторан, поэтому он ищет разные всякие возможности, чтобы это побыстрее сделать. Сейчас у меня и сумочки, Thank you. очень много одежды Артуркина, и все абсолютно новое. Ну, он не успевает заносить, особенно там обувь. Нога растет, вообще сам растет. Естественно, да, детская одежда, но и я тоже очень аккуратно ношу. Поэтому все. Девочка прикрывает лицо, она не хочет запечатлиться, не хочет, чтобы ее кто-то узнал. Вот там в рюкзаке игрушки детские, там разные конструкторы, ну очень много всего, и карандаши разные, которыми он уже сейчас не пользуется. Ну, слава богу. So, they happy? Я вообще хотела, чтобы мы заехали в какую-то деревню, чтобы я поснимала видео, а Параму не терпится пойти уже покушать. Сегодня, получается, выехали как раз вот такое вот время, в 2 часа перед обедом. И он голодный, и ему хочется побыстрее уладить этот вопрос, чтобы пойти в кафе. Я ему сказала, что сначала мы решим этот момент, а потом уже пойдем кушать. Ну все, все довольные, все счастливые. Ладно, сейчас мы сделали остановочку уже в Нерале возле этого магазина. Артур увидел своего одноклассника Рудру, который приехал вместе со своим отцом сюда покупать телевизор по акции 50% скидки. По акции можно также купить, приобрести велосипед, телевизоры, как я уже говорила ранее, и фильтры для всех, кто за моде, за партию моде. Все эти люди получают такую вот существенную скидку. Кстати, Парам тоже сюда приезжал несколько дней раньше. Он хотел купить фильтр для отеля, но они посмотрели Джакешбаем и оценили, что этот фильтр не очень хорошего качества. Хотя вот, ну, допустим, телевизор, который стоит 10 тысяч, здесь можно приобрести за 5 тысяч. Hi. Yes, 1 month very soon finish. No mobile. Really great. My son really great. Пока сидели в ресторане, пошел дождь. Вы представляете, даже здесь, в Нерале, пошел сильный дождь. Мы уже сидим, ждем, когда он закончится.
Господи, что делать, а? Раз уже выбрались сюда, хочется поделать все дела и видео снять для вас. Но вот погода меня не поддерживает в этом. Еще сейчас просматривала материал, который я уже успела снять, и обнаружила проблемы со звуком. Я не знаю, в чем проблема конкретно. С камерой что-то случилось, или я надеюсь, что все-таки с микрофоном. Микрофон легче поменять, но тоже не так уж и просто. Для этого нужно ехать в Мумбаи. Я сейчас у мужа своего спросила, почему Провин, хозяин этого ресторана, не хочет его отремонтировать, сделать более современным, привлекательным, поставить дверь, сделать ремонт внутри, поставить кондиционер. И пора мне ответил, что это специально, что это такой вот бизнес-ход, что если бы он отремонтировал его, то люди бы проходили бы мимо. А так люди смотрят, что такое вот простенькое заведение, соответственно, понимают, что здесь цены приемлемые. Заходят сюда и, собственно, в этом убеждаются. Вот. Ну и, как мы видим, постоянно клиенты. В какое бы время сюда не зайдешь, всегда здесь полно клиентов, всегда столики все заняты. Так что вот так вот в Индии. Не всегда нужен шик и блеск. Так, ну что, раз уж мы сюда приехали, дождь, видите, не заканчивается, купим хотя бы продуктов, потому что цены здесь на продукты намного дешевле, чем у нас в Матеране. Ой, боже, представьте, сейчас оказалось, что мы тем людям, нуждающимся, как я их называю, отдали дождевик Парама. Парам отказался его надевать тогда, и я положила его в один из кульков. Ну, я же не предполагала, что это так все неожиданно произойдет, что на дороге мы встретим этих людей. Ну и думала, что вовремя его достанут, что это действительно нужная для нас новая вещь. Мы сейчас решили купить какой-то вот такой вот тоже дождевик, который пригодится ему и будет служить ему долго, но более такой качественный. Хотя они все не особо качественные, мы уже опытные, мы уже знаем. Каждый год приходится покупать новый. В прошлом году уже в конце сезона мы ему купили отличный плащ, и он ему прослужил всего неделю максимум, пару дней он его поносил, и все, он порвался. Господи, не подступиться, вы посмотрите. Стратегический сейчас товар. Зонты выбирают, плащи. Артур, мери, выбирай нормально. Это, кстати, женщина из Матерана. У нас в Матеране нет такого выбора. Сюда в Нерал приезжают за покупками. Да, а вот это вот сейчас процветает бизнес. 5 часов вечера, а мы уже вернулись, друзья. Это был такой трэш, как мы поднимались вверх. Ну, сначала ничего, а потом опять туман. Он стал еще гуще. Ну, слава богу, как видите, мы в порядке. Я по дороге не снимала, потому что я молилась, чтобы все прошло удачно, чтобы мы поднялись без приключений. Ну и кроме того, я вообще телефон, камеру, вообще всю эту сумку положила в багажник, чтобы не пострадала техника от дождя. Артур, покажись, пожалуйста, нашим зрителям, какой мы тебе плащ купили. Вот, носи с удовольствием. Там сзади еще, покажи сзади, повернись. Сзади место для рюкзака. Что для школы. Вариант для школы. Ну, там специально такое вот как пространство. Я пошел смотреть. Итак, друзья, эти вот два мужчины пришли к нам домой. Это медики. Регистрируют меня. Хотим еще Артура записать на полное обследование. И это будет абсолютно бесплатно. And Arthur also all body. Всех решили записать на прием.
всю семью. Друзья, у нас уже следующий день, понедельник, 3 часа дня. Я впервые вышла на улицу. Вы посмотрите, что творится. Я бы и не выходила, просто нужно было по делу. К сожалению, у Парама нет возможности сидеть дома. Он с утра работает, и даже ночью он выходил встречать клиентов. Вы видите, кашляет, болеет, но ничего не поделаешь. Значит, дождь льет без остановки. И не просто дождь, а ливень с грозой. Вы бы слышали, что творилось ночью и с утра. С утра мы получили сообщение со школы: не приходите, дети, из-за погодных условий неблагоприятных. Вот так вот. Посмотрела прогноз, это еще надолго. Нет связи, нет электричества, нет интернета. Но, тем не менее, туристы прут, по-другому не скажешь. Так что, друзья, вот так вот. Кто-то ненавидит эту дождливую погоду, а кто-то, наоборот, ждет и наслаждается отдыхом. Вот так вот к нам в 2 часа ночи сегодня клиенты позвонили, Парам их заселил, и в 10 часов утра они уже выселились. Большая компания из 7 парней приехала отдохнуть, помокнуть под дождем. И еще вот какая у нас неприятность произошла. Парам, can I show what happened with rooms? How you feel? Видите, Парам ужасно себя чувствует, он подозревает, что это у него корона. Не знаю, смотрели вы в новостях или нет, но сейчас в Индии большой рост, причем по всем штатам. И вот Парам жалуется, что у него пропали вкусовые ощущения, не чувствует вкус пищи. Мы сейчас находимся на 2-м этаже. Напоминаю, может быть, не все смотрели предыдущие серии и не в курсе. Эти номера на 2-м этаже совсем недавно построили, совсем недавно мы их открыли. И вот что произошло. Наверное, многие из вас уже догадались, что случилось. Парам. Water coming now. Every room. They make mistakes and water can be. Перевожу. Номера протекают. Все 4 номера протекают, но все равно сейчас там клиенты. Пока еще это не дошло до катастрофы, но тем не менее нужно срочно решать эту проблему, потому что дожди будут длить до октября месяца. Наши гости пока еще не возмущаются, но, возможно, скоро начнут. Видите, здесь Парам вместе с Ракешбаем накрыли пластиком, но все равно вода поступает в номера. Ладно, я не буду смущать, там они хотят выйти. Вы видели камеру и зашли обратно. Да, мы сейчас на 1-м этаже находимся, здесь тоже крайне опасно. Если дотронешься до этих проводов, то получишь шок, удар током. Это тоже Парам хочет эту проблему тоже решить, устранить в ближайшее время. Какое-то совсем не веселое сегодня видео получилось, вы уже извините, даже не знаю, как мне закончить. Хотелось бы, да, на какой-то позитивной ноте, но ничего в голову не лезет. Столько много проблем на нас навалилось неожиданно с этой погодой. Парам заболел, ему сегодня намного хуже, чем вчера. Вообще думаю, что не надо было вчера никуда ехать, лучше бы здесь бы отдыхал. Ну, хотя тоже и отдыхать ему сейчас не время, потому что сейчас как раз вот клиенты, а номера протекают. И еще и у меня вот проблема с камерой или с микрофоном, я еще так и не поняла. И когда мне решать эту проблему, я не знаю, потому что для этого нужно обязательно выехать в Мумбаи. Вот, ну ладно, все, надеюсь, что все образуется и будет и на нашей улице праздник. Все, всех люблю, целую, крепко обнимаю. До скорых новых встреч. Пока-пока. Успела, пока дождя нет. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.